Всем привет, друзья! С вами опять Юрий Сербин. У нас уже наступает потихоньку весна. Днем температура поднимается до плюс 10, хотя ночью еще держатся морозы. Вот такая ситуация во дворе. Снег сошел, как корова языком слезала. Буквально за неделю. Осыпался у меня вот колодец, краска. Нужно будет подшаманить. Ну и сейчас вот видите, немножко такой иней есть. То есть мороз сейчас минус 4. Думаю, пойду прогрею трактор, поменяю масла, подготовлю, так сказать, технику к весенне-полевым работам, так как есть свободная минутка. И почему бы этим не заняться пораньше. Но, друзья, не тут-то было. Завел трактор, начал прогревать. Трактор без навесного еще. Вот. Думаю, сдам назад. Там буквально 1 метр, чтобы было нормально здесь у меня ходить. Гараж не очень большой, чтобы вот здесь спереди было как бы расстояние для меня. Смотрю, что такое. На колесе, вот смотрите. Вот такие потеки. Я сверху на тракторе сижу, мне показалось, что это снег там растаял. Знаете, вот так вот диски забиваются, бывает, снегом с внутренней стороны. Но потом нет, друзья, это масло. Вот даже след остался, там где он стоял. Еще масло такое рыжее, как с ржавчиной. Полез я под низ, под колесо. И вот что, друзья, я обнаружил. Потекла поворотная цапфа. Вот, друзья, видите? Все это дело текло, попадало на колесо, на резину. И потом, когда я отъехал, я это все дело увидел. Потек сальник поворотной цапфы. Зимой я на этом тракторе пару раз только поработал. Вот. И почему потек, друзья, стоит только догадываться. Годы берут свое. Я думаю, мои предположения, вот эта вот поворотная цапфа с зубчатым колесом, с шестерней внутренней, которая поворачивается, вот, она в виде стакана. И видимо, за все эти года трактор там долго стоял, я так подозреваю. И вот этот вот стакан по каемочке постоянно собиралась вода. Появилась какая-то ржавчина. И когда я начал этот трактор в недавнем времени эксплуатировать, все это дело начало двигаться, крутиться. И вот этими вот, возможно, от ржавчины всякими кратерами повредила сальник, я так предполагаю. Будем сейчас, конечно, все это дело разбирать. Я вам обещал, еще раз повторюсь, что все поломки с данным трактором буду показывать. И вот сегодня будет такой очередной ремонт японского трактора. Приступаем. Друзья, перед тем, как приступить к ремонту моего японского трактора, у меня для вас есть хорошая новость. В Республике Беларусь есть хорошая компания Rossel. Она занимается продажей мини-тракторов, навесного оборудования, мотоблоков, и так далее. Эта компания имеет свой YouTube канал. И в недавнем времени на их канале был розыгрыш призов. И, наверное, волей судьбы в этом розыгрыше я стал одним из победителей. Мне компания прислала подарок, я вам сейчас его покажу. Специальный приз. Условием было написать любой комментарий, и если этот комментарий наберет наибольше лайков, тому высылали вот такой специальный приз. Очень много разыгрывалось призов, компания рассылала эти все подарки по всему миру. И, кстати, одним победителем стал тоже наш с вами земляк с Украины Виталий, с канала Мини-трактор 1973. Кому интересно, тоже можете зайти к нему на канал. У него есть видео про вот такой вот посылочку. Поздравляю Виталия с выигрышем. Давайте сейчас я покажу вам этот специальный приз. И, как я сказал ранее, друзья, для вас есть еще одна новость от компании Rossel. Мой специальный приз. Это тот, за который вы мне так много наставили лайков под моим комментарием. Вот такая жилетка фирменная с надписями. И они мне прислали вот такой вот бокс, кружка, кепка и футболка. Компания Rossel будет проводить еще один розыгрыш на своем YouTube канале.
который выйдет 8 апреля 2021 года. Будут разыгрываться вот таких вот 3 бокса. Будут боксы чуть поменьше и 10 вот таких вот кружек. От вас требуется подписка на YouTube канал Россел, поставить лайк под видео, оставить комментарий и обязательно, чтобы ваши подписки вашего аккаунта были обязательно открыты, чтобы ребята в случае вашего выигрыша могли зайти на ваш канал и посмотреть, есть ли подписочка. Друзья, ссылочку на YouTube канал компании Россел я оставлю в описании под этим видео. Заходите, подписывайтесь, канал очень интересный и познавательный. А сейчас давайте я вам покажу, какой бокс, вернее, что в нем в середине. Возможно, даже сейчас примерю. Кепка Россел, красивая. Ё-моё, футболка с моим логотипом, именем вернее. Вот, смотрите. Это же надо было так постараться. Молодцы. Кружка такая. Фарфор. Тоже логотип Россел. И календарик. Ё-моё. Красота. Вот такие тракторы ребята продают. Ну как он? Как по мне, шитый. Спасибо огромное компания Россел за такие подарки. Очень приятно. Друзья, а вы не забывайте, что новый розыгрыш от Россел будет 8.04.2021 года. Ну а мы приступаем к ремонту моего японского мини-трактора. Поехали. Так, ну в общем разобрал я, и какая ситуация, друзья. Вытянул, кстати, я вот этот вот вертикальный вал. Нужно было только немножко поднять трактор. Вот видите, сантиметров на 10 еще я домкрат поднял. И тогда вал отсюда вышел нормально. Мой диагноз, друзья, подтвердился. Вот смотрите, какое состояние вот этой вот втулки. Это, друзья, кстати, втулка. Вот это вот. Она напрессовывается. В середине она как сайлентблок, то есть прорезинена. Сидит она на резине. Это я видел в каталоге. Такой вот, друзья, ремонтопригодный узел. Вы снимаете втулку, устанавливаете новую с сальником. Кстати, она идет в паре. И работаете дальше. Японцы это все дело предусмотрели, друзья, что сюда будет как бы попадать вода, накапливаться. И чтобы не ржавела сама вот эта вот цапфа, они сделали вот такую вот переходную втулку, которую легко менять. Ну, скажем так, не легко менять, но легче, друзья, чем менять
весь узел полностью вот до сих пор в случае вот такой вот коррозии. Ну и давайте теперь покажу все остальное. Вот смотрите, как сделана верхняя часть. Это, друзья, не подшипник. Это металлическая такая часть, отшлифованная, где работает, вернее, сальник. Сюда насаживается подшипник. Вот смотрите, еще есть родная такая вот смазка. А вот, друзья, та часть с подшипником, которая туда устанавливается. Вот видно вам сальник. Все в отличном состоянии. Даже присутствует смазка, друзья. Ее менять я не буду, так как все вращается очень, так скажем, хорошо, плотно. Смазки там предостаточно. Внизу под этот рычаг подкладываются вот такие регулировочные пластины. Сейчас перейдем к бортовым шестерням, я покажу, в каком они состоянии, вал, ну и все остальное. Вот. И, друзья, хочу вам сказать, как я планирую все это дело отремонтировать. Значит, вот эта вот пара, втулка плюс сальник, стоит 1800 гривен. Есть запчасти в наличии, но это дорого. Это приблизительно $65. То есть, в любом случае нужно менять обе стороны. Получается $130. Конечно, это дорого, но я вам скажу, что раз в 30 лет такие детали можно было бы и поменять. Но я пойду другим способом. Эти втулки снимать я ни в коем случае не буду. Шлифану наждачками разными, там размерами. Сейчас я вам покажу этот сальник. Сальник в идеальном состоянии. Просто я это понимаю, что при эксплуатации вот это все, этот песок, вода и так далее, нарушил некую герметичность. Я думаю устранить только шлифовкой втулки и установлю все эти узлы на место. Ничего разбирать не буду, только вот таким вот способом. Скажем так, пойдем самым дешевым и тем, что мы как бы умеем делать. Сделаю обе стороны, залью масло и буду эксплуатировать как бы трактор. И, конечно же, буду вам все информировать, как оно течет, не течет, нужно эти втулки менять с сальника. Ну и давайте теперь покажу сами шестеренки. Для начала вот такой вал в идеальном состоянии. Ну, вал, понятное дело, не изнашивается. Дальше на нижний конец надевается вот эта вот шестерня. Вот в таком она состоянии. Она чем-то напоминает мне шестерню сателлитов, ту, что я видел. Форма похожая. Вот такие вот зубы. Друзья, зубы тоже в идеальном состоянии. Вам может покажется, что это выработка или какая-то коррозия. Нет. Это, друзья, литье. Точно такие зубы я вам показывал в дифференциале на самих сателлитах. Все аналогично. Почему японцы посчитали это все дело не обрабатывать, друзья, я, к сожалению, не знаю. И большая шестерня с самой ступицей. Все, кстати, детали, друзья, на вот таких вот уплотнительных кольцах разбираются. Никаких прокладок нету. Для регулировки зазора между зубами стоят вот такие вот тоже прокладки регулировочные. Ну и вот в таком состоянии сами зубья на большой шестерне. Есть некое такое пятно контакта работы двух шестерень. Темное такое вот. Ну и с другой стороны то же самое, друзья. Вот видно пятнышко там, где зубы работали. И тоже эта шестерня без обработки. Давайте я вам приближу максимально, чтобы вы все рассмотрели. Вот так вот. Ну и покажу вам сам корпус. Вот, кстати, видите, вот это вот пробочка. Вот так он стоит. Здесь глухо сверху. И это пробка для того, чтобы выпустить воздух, когда вы заливаете масло в бортовые. Вот это вот, друзья, смазка. Это уже натекло, такая ржавчина с самого сальника. Вот такое состояние. Здесь вот набито грязью, землей и так далее. А вот это сальник. Он с такими двумя бортиками сначала идет. Вот они. Один, второй. И сам бортик тот, что с пружинкой. Сальник мягкий. Ну и дальше снизу за сальником верхний подшипник. Сливная пробка находится в самой нижней части. И вот в середине
Видите, такие канавки сделаны, чтобы масло туда нормально все бежало. Итак, друзья, время обедать. Вот так вот я обедаю в гараже. Мне жена сюда приносит, потому как у меня малой, меньший сын, то если он узнает, что я в гараже, да еще возле трактора, то это все, работы не будет. А так, ну, я с утра раньше встал, типа на работу. И он знает, что папа на работе. Вот так вот приходится, друзья, выкручиваться. Ну, многие, я думаю, меня поймут, у кого есть сыновья. Короче, обедаем и продолжаем. Овсянка, сваренная в молоке. Так, все помыл. Он мягкий-мягкий. Нигде нету ни трещин, ничего. Вот эти вот два бортика, это как бы от влаги. А вот этот вот, это уже от масла. Нигде ни трещин нету, ничего. Сальник трогать не буду. Только, друзья, хочу вытянуть оттуда пружинку и укоротить, чтобы немножко все уплотнилось. Ну и вот так вот зачистил. Вот эти вот две полоски. Вот одна. Вот вторая, это там, где работают полосочки резиновые от воды, те, что я вам показывал. И ниже, вот здесь вот, здесь работает уже сальничок, тот, что от масла с пружинкой, вот здесь вот. Ну вот так вот хорошо видно, вот эта вот часть. Так, ну вот вытянул пружинку. Сейчас я ее укорочу. И думаю еще сюда, друзья, вот здесь вот такая полость. За вот этим металлическим пыльником, да, вот сюда вот эту вот полость сделать типа такого, знаете, как в газонах набивка, промасленную какую-то или асбестовую, или с чего-то, или из войлока сюда кольцо какое-то, вот так вот уплотнить, солидолом или литолом его смазать, чтобы оно было такое жирное, чтобы получился такой водоотталкивающий эффект. Когда вы моете трактор, конечно, вот этот вот бортик не дает попасть туда влаги в середину. А когда уже вы заедете в брод полностью, то, конечно, туда вода набирается, вот в эту вот полость, что я вам рассказываю. И никуда она, друзья, оттуда уже не девается. То есть такой вот нюанс. Укоротил и установил туда пружинку. Где-то на 1,5 мм теперь диаметр сальника уменьшился. Вот таким вот инструментом мне удалось эту пружинку оттуда снять и установить назад, не снимая самого сальника. И вот, друзья, нашел я вот эту вот набивку. Это коренной сальник ГАЗ-53 или ПАЗ-3205. Сейчас я эту косу расплету. Вот. И сюда тоже сделаем уплотнение от влаги. Еще раз напоминаю, не от масла, а от влаги. Я так понимаю, здесь оно асбест с графитным каким-то порошком. И вот, друзья, уже сюда я ее заправил. В общем, что? Теперь осталось только собирать и надеяться, что это все поможет. От руки все.
Перед установкой ступицы есть такие вот регулировочные пластины. Значит, по обе стороны. Вот это вот одна, но она состоит из 3 штук. Они просто склеились. А вот это вот, друзья, распалось. И я вам скажу, что все 3 пластины разных размеров. То есть на любой зазор можно выставить. Я кольцо уплотнительное литольчиком смазал, чтобы оно легче туда вставилось. Все. Ну, в принципе, все. Тягу пока я поперечную не буду устанавливать. Сейчас накину колесо и пойдем на ту сторону. Там тоже разберу. Хотя эта сторона не течет, но, друзья, я такую самую профилактику тоже там сделаю. Не дай бог в разгар сезона где-то чего-то там опять побежит. Так, ну что, друзья, аналогичную процедуру я проделал и из правой стороны. Я думаю, теперь будет душа спокойна. Вот, значит, сейчас буду заливать масло. Масло заливается, такая вот здесь пробка, щуп, вот так выглядит. И, как я говорил раньше, нужно выкрутить 2 вот такие развоздушивающие пробки. Вот здесь вот, с одной стороны и с другой. Масло я, друзья, взял другое, недорогое, потому что, ну, мало ли что, а вдруг потечет. Ну и на тот случай, что нужно все-таки всю эту систему промыть после ремонта. Вот, а потом уже весной, ну, вернее, когда будет тепло на улице, я думаю, друзья, полностью поменять все фильтра, полностью поменять все масла. Масло я уже купил, я вам покажу какое, конечно же. Фильтра некоторые поменяем, ну, некоторые. Поменяем все фильтра, кроме топливных. Масла по-любому буду менять, потому что трактор, как вы знаете, после ремонта, залито там сейчас Декстром 2, оно немножко поработало, все промыло. Теперь мы его сольем весной, вот, и зальем уже аналог масла TF500. Ну вот, в принципе, друзья, и все. Пока что домкрат не буду оттуда убирать. Оставлю пока что на ночь или на сутки. Посмотрю, как завтра. Тоже буду наблюдать, крутить, вертеть. Буду туда-сюда. Ну, сейчас, вот видите, сухо. Все классно. Масло залито. Посмотрите, какой шикарный выворот колес у этого трактора. На этот ремонт, друзья, у меня ушло 9 часов с копейками. Вот. И если продолжения этого видео уже нету, значит, друзья, все в порядке, масло не течет, то на этом все. Всем вам спасибо, пускай ваша техника никогда не ломается, и побольше всем здоровья. Пока-пока, увидимся.